Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы поговорим о том, о чем нельзя никогда никому не рассказывать, для того, чтобы не навредить себе. Почему об этом нельзя говорить и какие могут быть последствия, далее в этом видео. Поэтому обязательно досмотрите это видео до конца. Будет много полезной, важной и интересной информации. А прямо сейчас подпишитесь на канал Эзотерика для тебя. Обязательно проверьте, чтобы был включен колокольчик, все уведомления. Также каждый день заходите на канал Эзотерика для тебя. Здесь много полезной, важной и интересной информации выходит каждый день. Ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви, гармонии. Пусть они также знают об этой важной и ценной информации. Вы знаете, вокруг нас находятся разные люди, и одни из них желают нам добра и искренне радуются за наши достижения. И когда у нас все хорошо, они счастливы. Другие же из них, наоборот, желают нам зла и радуются, к сожалению, только в те моменты, когда нам плохо, и у нас происходят неприятные ситуации и моменты в жизни. И не всегда сразу возможно разобраться в людях. А для того, чтобы оградиться от недоброжелателей, нужно быть очень осторожным со своим окружением, чтобы потом не пытаться исправлять неприятные ситуации в своей жизни. Каждый из нас, наверное, неоднократно замечал, что стоит кому-то рассказать о своих планах, как все начинает идти не так. Происходят какие-то изменения, при этом не в лучшую сторону, и к которым мы изначально не были готовы. И есть даже такая очень мудрая поговорка на этот счет. Чем меньше люди вокруг знают о вашей жизни, тем лучше и беспроблемнее она складывается у вас. Потому что людям свойственно такое страшное чувство, как зависть. А зависть способна разрушать все на своем пути. Поэтому, если вы хотите, чтобы у вас все задуманное получалось, не делайте этого. Во-первых, никогда не рассказывайте о своих планах никому. На то это и есть ваши планы. А рассказав о них, вы целенаправленно вносите в них изменения. Ведь любое, пусть даже эмоциональное вмешательство со стороны их обязательно изменит. Вы не можете также знать, что человек, которому вы о них расскажете, будет испытывать в тот момент. Возможно, ваш рассказ вызовет негатив, и все дальнейшие ваши шаги в этом направлении будут окутаны негативом. Поэтому делайте, что задумали, молча, а окружающие сами все увидят, когда вы закончите, и никто не сможет уже изменить ваши планы, потому что он не будет знать о них. Далее, никогда не хвастайтесь деньгами, так как многие люди не имеют того, что есть у вас, и даже не хотя навредят вам своим желанием оказаться на вашем месте. А это оттолкнет от вас энергию денег, и в результате вы тоже будете в ней нуждаться. Поэтому, если у вас все хорошо с деньгами, пользуйтесь спокойно ними для своего удовольствия. Периодически старайтесь помогать тем, кто в них действительно нуждается. Занимайтесь благотворительностью. Все это еще больше привлечет денежную энергию в вашу жизнь. Ведь она любит не жадных людей. Но не выставляйте свое финансовое положение, пожалуйста, на показ. Далее, о чем не нужно говорить, о своей личной семейной жизни, потому что ваша жизнь не должна выноситься на показ. Все, что происходит в вашей семье, в вашем доме, квартире, на то и происходит там, что знать об этом должны только вы и те члены семьи, которые задействованы. Поэтому запомните, советы со стороны не всегда хороши, и принимать решения должны только вы. Недаром также есть такая интересная мудрая поговорка: со стороны не виднее, а завиднее. Вам могут давать целенаправленно даже неправильные советы,
Для чего? А чтобы просто разрушить вашу семью. Такими действиями вы будете разбавлять особенную энергетику вашей семьи другими со стороны, и это не принесет вам ничего хорошего. Ваша семья– это ваша крепость, и то, что происходит в ней, касается только вас. Никогда также не позволяйте никому заходить на вашу территорию. Сразу ставьте ограничения. Так вы обезопасите себя и свою семью. Также никогда не занимайтесь сплетнями и осуждением других людей. Почему? Дело в том, что не то, что вы их обсуждаете или делитесь какими-то сплетнями, вы подбираете весь негатив от пересказанного вами или других людей. И это будет мешать вам становиться успешными и будет таким образом тянуть вас назад. Всегда следите за своими поступками. Остальные для вас не должны не иметь никакого отношения, если они вас не касаются. Такие рассказы не должны звучать от вас. У каждого человека есть своя жизнь, и каждый вправе делать то, что ему действительно хочется. Воздерживаясь от таких разговоров, вы также воздержитесь от того, что люди будут втягивать вас в свои конфликты, потому что сплетни несут в себе только одну негативную энергию, и поэтому не стоит лишний раз притягивать ее в свою жизнь. О делах, которых вы делаете от чистого сердца, нужно молчать. Ведь если вы начинаете набивать себе цену, рассказывать о том, какой вы молодец, как вы помогли кому-то или занялись где-то, когда-то благотворительностью, вы сразу обесцениваете вот ту положительную энергию, которую несут в себе такие дела. Если вы что-то сделали и помогли кому-то, сразу забудьте об этом. Вычеркните это из своей жизни, ведь вы совершили этот поступок вот не для того, чтобы кто-то вас похвалил или сказал, какой вы молодец. Все это делается тихо, и это имеет определенную ценность. Остальное это просто действие на публику. Если вы не готовы совершать тихие поступки, не совершайте их вообще, так как несовершенный поступок и поступок, которым вы похвастались, имеют абсолютно одинаковое значение и несут одинаковую пользу, то есть не имеют ее вообще. Все добрые поступки совершаются от души и не требуют никакого одобрения. Как видите, это очень простые правила, но если вы будете придерживаться их, вы сможете только обезопасить себя и спокойно добиваться поставленных целей. Для того, чтобы жить своей жизнью, не нужно ни с кем обсуждать все, что вас окружает. И чем быстрее вы это поймете, тем проще вам будет. Для таких разговоров есть семья, а это люди, которые никогда не пожелают вам зла, не позавидуют вам, а наоборот всегда помогут и поддержат вас. С ними можно и даже нужно разговаривать на разные темы, спрашивать обязательно советы и делиться самым сокровенным, потому что ваши родные, ваши близкие люди всегда с вами, они всегда вас действительно любят. Вот как мама любит ребенка, это просто абсолютная любовь, она есть и все. Также и здесь, и в отношениях. Помните об этих простых правилах и не старайтесь ни перед кем никогда не хвастаться, не показывать, не рассказывать. Люди все равно свое дорисуют, добавят, что-то приукрасят, и, знаете, каждому рот вы не закроете. К сожалению, такова жизнь и такая суть человека. Живите своей жизнью, радуйтесь жизни, любите себя, любите тех людей, которых вы любите и окружаете. Будьте здоровы, берегите себя, а мы с вами услышимся в следующем видео.